Вы готовы услышать правду, о которой предпочитают молчать? Почему одна из самых известных актрис Турции внезапно исчезла из самого сердца Стамбула и сделала это без громких заявлений и объяснений? Совпадение или тщательно продуманный шаг? Ханде Эрчел знают миллионы. Ее сериалы смотрят по всему миру, ее лицо на обложках, ее жизнь под постоянным вниманием. Но в какой-то момент она сделала выбор, который сломал привычный сценарий звездной жизни. Тихий район. Закрытые улицы. Дом, о котором говорят шепотом. Что заставило ее отказаться от центра, от шума, от привычного блеска? Что она там нашла, или от чего решила скрыться? В этом видео мы разберем все: слухи, факты, неожиданные детали и то, что обычно остается за кадром. Оставайтесь до конца, потому что именно там становится понятно, почему этот побег был вовсе не случайным. Когда говорят о Ханде Эрчел, почти всегда вспоминают красные дорожки, рейтинговые сериалы и безупречные образы. Но куда реже – место, где Ханде Эрчел по-настоящему живет. Не на экране, не в объективах папарацци, а там, где заканчивается публичность и начинается личное пространство. Дом Ханде Эрчел в Стамбуле – это не просто дорогая недвижимость и не символ статуса, как многие привыкли думать. Это осознанный выбор, за которым скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ханде Эрчел живет в районе, который редко ассоциируют с гламуром, шумными вечеринками или светской жизнью. Это не центр, не туристическая открытка и не место, где звезд легко встретить у каждого кафе. И именно это заставляет остановиться и задать вопрос: почему одна из самых узнаваемых актрис Турции выбирает тишину, уединение и почти демонстративную закрытость? Вокруг дома Ханде Эрчел всегда было много разговоров. Суммы, слухи, догадки – от 10 миллионов лир в момент покупки до более чем 65 миллионов сегодня. Цифры обсуждают охотнее, чем причины. Но если смотреть только на стоимость, легко упустить главное. Этот дом не про показ, а про контроль. Про возможность самой решать, когда быть на виду, а когда исчезать из поля зрения. Чтобы понять, почему Ханде Эрчел оказалась именно здесь, в этом районе Стамбула, и почему ее дом выглядит так, будто он создан не для демонстрации, а для жизни, нужно сделать шаг назад. Нам придется вернуться к началу пути Ханде Эрчел, туда, где еще не было контрактов, сериалов, миллионов зрителей и громкого имени. Потому что выбор места, где ты живешь, почти всегда говорит о прошлом больше, чем о настоящем. Ханде Эрчел не появилась в индустрии с готовым сценарием успеха. В ее биографии нет богатых родственников, громкой фамилии или связей, которые открывают двери без усилий. Она родилась в небольшом городе Бандерма, месте, далеком от столичного блеска и телевизионных павильонов. Там не мечтают о светской жизни, там учатся быть устойчивыми. И это ощущение устойчивости Ханде Эрчел пронесла через всю жизнь. Ее семья была обычной, интеллигентной, но не привилегированной. Отец – инженер, мать – преподаватель. Никаких продюсеров за спиной, никаких знакомых в телевизионных кругах. В таком окружении рано понимаешь простую вещь: если хочешь большего, рассчитывать можно только на себя. Именно поэтому Ханде Эрчел с детства училась не выделяться внешне, а работать внутренне, через дисциплину, внимание к деталям и постоянное развитие. Переезд в Стамбул не стал для нее резким взлетом. Это был долгий период адаптации, учебы и сомнений. Она поступает в Мерсинский университет, выбирает графический дизайн, практичную, приземленную специальность, далекую от образа будущей звезды сериалов. В тот момент Ханде Эрчел еще не знала, что ее имя будут ассоциировать с сериалами «Любовь не понимает слов» и «Постучись в мою дверь». Она просто искала свое место и пробовала разные направления, не делая ставку на мгновенный успех. Модельный бизнес стал первой точкой входа в публичную сферу. Камеры, съемки, внимание – все это выглядело как шанс, но не как цель. Ханде Эрчел быстро поняла, что внешность может привлечь взгляд, но не удержать интерес.
Актерство требовало другого, внутренней выносливости и готовности долго оставаться в тени. Именно этот старт без иллюзий объясняет многое в ее сегодняшней жизни. Когда ты знаешь, каково это – начинать с нуля, ты иначе относишься к успеху. Ты не стремишься выставлять его на показ. Ты хочешь пространства, где не нужно ничего доказывать. И именно поэтому история дома Ханде Эрчел в Стамбуле – это не рассказ о богатстве, а продолжение пути девушки, которая привыкла опираться только на собственные силы. Первые роли Ханде Эрчел не были громкими. Это не была история мгновенной славы, когда имя за одну ночь становится брендом. Все развивалось постепенно, почти незаметно для широкой аудитории. Но именно этот этап стал переломным. Сериал «Дочери Гюнеш» оказался тем самым моментом, когда зритель впервые начал запоминать не просто лицо, а характер. Образ Ханде Эрчел, живой, светлый, энергичный, начал работать на нее, но вместе с этим пришло и новое давление. С ростом популярности меняется все. Режим дня, ожидания продюсеров, постоянная оценка со стороны. Каждый новый эпизод, каждый кадр обсуждается так, будто от него зависит не только рейтинг сериала, но и будущее самой актрисы. Для Ханде Эрчел это стало испытанием. Успех быстро показал, что внимание – это не только признание, но и ответственность, от которой невозможно спрятаться. После «Дочерей Гюнеш» предложения стали поступать чаще, но и требования выросли. Ошибки больше не прощались, а паузы воспринимались как слабость. Именно в этот период Ханде Эрчел поняла – популярность – вещь нестабильная. Сегодня тебя обсуждают, завтра забывают. И если не выстроить внутреннюю опору, можно легко потеряться в этом ритме. Настоящий взрыв произошел позже, когда на экраны вышел сериал «Любовь не понимает слов». Здесь имя Ханде Эрчел уже не просто звучало, оно закреплялось. Миллионы зрителей, международное внимание, рост гонораров. Но вместе с этим усилилось и ощущение уязвимости. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше у тебя личного пространства. Этот опыт сильно повлиял на ее взгляды. Успех перестал быть целью сам по себе. Он стал инструментом, возможностью однажды выбрать для себя спокойствие. Именно тогда в жизни Ханде Эрчел начал формироваться другой приоритет – не только работать больше, а создать условия, в которых можно будет выдохнуть. И этот приоритет напрямую приведет ее к следующему важному решению – финансовой независимости, за которую она заплатит не только временем, но и полной самоотдачей. Когда имя Ханде Эрчел окончательно закрепилось в телевизионной индустрии, вокруг нее начали появляться привычные для публичных людей разговоры. Кто помог, кто стоит за успехом, откуда деньги? Эти вопросы звучали все громче по мере роста ее популярности. Но реальность оказалась куда прозаичнее и жестче, чем любые домыслы. Все ключевые финансовые решения Ханде Эрчел принимала сама и расплачивалась за них собственной нагрузкой. Сериалы шли один за другим, съемочные графики становились плотнее, а паузы между проектами практически исчезли. Ханде Эрчел работала в условиях, где отказ означал потерю темпа, а замедление – риск оказаться на периферии индустрии. Именно так формировался ее доход, не одним контрактом, а серией проектов, рекламных кампаний и международных предложений, которые требовали полной концентрации. Особое место в ее карьере занял сериал «Постучись в мою дверь». Этот проект вывел Ханде Эрчел на новый уровень узнаваемости далеко за пределами Турции. Сериал стал не просто популярным, он превратился в экспортный хит. А вместе с этим выросла и ценность ее имени. В этот момент Ханде Эрчел окончательно перестала быть актрисой одного рынка. Финансовая независимость для нее не была роскошью или способом произвести впечатление. Это был вопрос безопасности. Возможность самой выбирать проекты, не соглашаться на все подряд, и главное, не зависеть от чужих решений. Именно поэтому разговоры о том, что дом Ханде Эрчел появился благодаря кому-то другому, не выдерживают логики. Чтобы позволить себе такую недвижимость, ей пришлось годами жить в режиме высокой нагрузки.
Когда деньги зарабатываются таким способом, отношение к ним меняется. Они перестают быть символом статуса и превращаются в инструмент. Инструмент для создания пространства, где нет съемочных групп, интервью и постоянного внимания. И именно в этот момент у Ханде Эрчел появляется четкое понимание: если она и будет покупать дом, то не в месте, где успех постоянно бросается в глаза. Выбор должен быть другим. И следующим шагом становится поиск района, который соответствует не ее образу на экране, а реальному ритму жизни. Когда Ханде Эрчел подошла к выбору места для жизни, вопрос не сводился к престижу или стоимости квадратного метра. На этом этапе у нее уже была возможность поселиться почти в любом районе Стамбула. Центр, Босфор, районы, где знаменитости буквально живут на виду. Но Ханде Эрчел выбирает другое направление – Бейкоз. Район, который редко появляется в глянцевых подборках, но много значит для тех, кто ценит тишину и дистанцию от суеты. Бейкоз – это не про демонстрацию успеха. Это про закрытые улицы, зелень, воздух и ощущение уединения даже в таком огромном городе, как Стамбул. Здесь нет постоянного потока туристов, нет ощущения сцены, на которой ты обязан играть роль. Для Ханде Эрчел этот район становится логичным продолжением ее внутреннего выбора – быть вне шума, когда камеры выключены. Именно здесь она приобретает виллу, вокруг которой позже появится столько обсуждений. Суммы, годы, пересчеты в доллары – все это волнует публику куда больше, чем сам факт: Ханде Эрчел искала не статус, а защищенное пространство. Дом в Бейкозе – это возможность закрыть дверь и остаться собой, без сценария и образа. Этот район выбирают люди, которые уже прошли этап доказательств. Те, кому не нужно подтверждать свой успех внешними признаками. И Ханде Эрчел оказывается в их числе не потому, что устала от профессии, а потому, что научилась отделять работу от жизни. Бейкоз становится фоном, на котором ее личная история может развиваться без постоянного вмешательства извне. Но сам район – лишь оболочка. Настоящее отражение Ханде Эрчел начинается за стенами ее дома. И чтобы понять, почему ее виллу называют стеклянной и почему интерьер выглядит именно так, нужно заглянуть внутрь. Потому что пространство, в котором человек живет, всегда говорит о нем больше, чем любые интервью. Дом Ханде Эрчел в Бейкозе почти сразу начали называть стеклянным. Не из-за эпатажа и не ради эффекта, а потому что в нем действительно много света. Панорамные окна, открытые пространства, ощущение воздуха – все это создает впечатление, будто граница между домом и природой намеренно размыта. Для человека, чья жизнь долгие годы проходила под прицелом камер, такой дом выглядит парадоксально. Но именно здесь проявляется характер Ханде Эрчел. В этом пространстве нет показной роскоши. Нет перегруженных интерьеров, золота, тяжелых форм или вещей на показ. Ханде Эрчел выбирает минимализм, но не холодный и отстраненный, а теплый, жилой. Скандинавские элементы, джапанди, натуральное дерево, мягкие текстуры – все подчинено ощущению покоя. Этот дом не пытается впечатлить гостя, он создан для того, чтобы восстанавливать. Мебель простая по форме, но продуманная. Кресло с оттаманкой, спокойные оттенки, тактильные материалы вроде букле. В этом интерьере нет случайных деталей. Каждая вещь словно отвечает на вопрос, удобно ли с ней жить каждый день. И этот вопрос для Ханде Эрчел оказывается важнее визуального эффекта. Дом не превращен в музей и не выглядит как съемочная площадка. Здесь нет ощущения временности. Отдельное внимание привлекает кухня. Неоклассическая, светлая, с фасадами оттенка латте и каменной столешницей. Мраморный пол из керамогранита, остров с барной стойкой, четкая геометрия. Но даже здесь Ханде Эрчел позволяет себе детали, которые ломают стерильность. Магниты на холодильнике, небольшие личные элементы, признаки того, что это не выставочный дом, а место, где действительно живут. Этот интерьер многое говорит о внутреннем состоянии.
Ханде Эрчил не стремится спрятаться за закрытыми стенами, но и не открывает свою жизнь полностью. Стекло здесь не приглашение для внешнего мира, а способ впустить свет и сохранить ощущение свободы. Она контролирует границы сама. Это не уязвимость, а осознанность. Дом становится продолжением ее ритма. После долгих съемочных дней, бесконечных перелетов и плотных графиков важно иметь пространство, где не нужно соответствовать образу. Здесь Ханде Эрчил может быть без макияжа, без камер, без ролей. Именно поэтому интерьер лишен резких акцентов и визуального шума. Он не отвлекает, а поддерживает. В этом доме нет ощущения одиночества, но есть ощущение уединения. И это принципиальная разница. Ханде Эрчил выстраивает пространство так же, как и свою карьеру, постепенно, без спешки, с пониманием, что главное не произвести впечатление, а сохранить себя. И именно такой подход к дому постепенно раскрывает еще одну сторону ее жизни, повседневную, спокойную, далекую от экранного образа, но не менее важную. За пределами съемочных площадок и официальных мероприятий жизнь Ханде Эрчил выглядит совсем иначе, чем многие привыкли представлять. Здесь нет постоянного глянца и выверенных поз. В повседневности Ханде Эрчил выбирает простоту, и этот выбор не случайен. Он логично продолжает все, что уже есть в ее доме, в ее ритме и в ее отношении к себе. Одежда Ханде Эрчил вне камер – это casual и smart casual. Джинсы, базовые топы, мягкие блейзеры, кроссовки или удобные ботинки. Цвета спокойные – белый, бежевый, пастельные оттенки. Иногда появляется яркая деталь, но она не кричит, а лишь подчеркивает настроение. Это стиль человека, которому не нужно каждый день доказывать свою значимость. И именно в этом контрасте между экранным образом и реальной жизнью скрыта важная часть ее притягательности. Режим дня Ханде Эрчил подчинен работе, но не поглощен ею полностью. Когда нет съемок, она старается замедляться. Прогулки, время дома, простые ритуалы – все это помогает ей сохранять баланс. В интервью Ханде Эрчил не раз говорила, что ценит моменты тишины. И дом в Бейкозе идеально вписывается в эту потребность. Здесь нет ощущения, что город постоянно дышит тебе в спину. Питание для нее не диета и не система ограничений, а часть нормального образа жизни. Ханде Эрчил любит традиционную турецкую кухню, но выбирает простые и понятные блюда. Рыба, овощи, салаты, йогурт, супы. Во время интенсивных съемок или путешествий она часто останавливается на легкой еде, смузи и фруктах. Этот подход снова говорит о том же не крайности, а баланс. Даже в мелочах чувствуется стремление к нормальности. Домашняя атмосфера, кухня, где можно готовить без спешки, утренний свет из панорамных окон. Ханде Эрчил не превращает свою жизнь в перформанс, когда камеры выключены. И именно это позволяет ей долго сохранять внутренний ресурс в профессии, которая редко дает передышку. При этом важно понимать, такая спокойная повседневность не побег от реальности. Это осознанная защита. Чем выше популярность, тем сильнее давление. Каждый шаг, каждый выбор, каждый внешний вид становится поводом для обсуждений. И Ханде Эрчил прекрасно это чувствует. Поэтому она выстраивает свою жизнь так, чтобы вне работы не быть объектом постоянной оценки. Но даже при всей этой закрытости полностью избежать внешнего внимания невозможно. Чем тише становится ее личное пространство, тем активнее его пытаются обсуждать со стороны. Особенно когда речь заходит о внешности, стандартах и ожиданиях, которые общество накладывает на публичных женщин. И именно здесь спокойствие Ханде Эрчил сталкивается с очередным испытанием, которое уже давно сопровождает ее карьеру. В какой-то момент внимание к Ханде Эрчил перестало ограничиваться ее ролями и сериалами. Обсуждать начали не то, как она играет, а то, как она выглядит. Для публичной женщины это почти неизбежно, но в случае Ханде Эрчил масштаб этого давления оказался особенно заметным.
Ее внешность стала предметом постоянных сравнений, оценок и споров, как будто успех в профессии нужно было обязательно оправдать соответствием чужим ожиданиям. В Турции нередко звучит мысль о том, что девушек с похожей внешностью много, что красота Ханде Эрчел якобы не уникальна. Эти разговоры редко бывают нейтральными. За ними почти всегда стоит скрытое обесценивание, попытка свести ее путь к набору внешних данных. Но именно здесь возникает ключевое противоречие. Если внешность была бы единственным фактором, карьера не держалась бы годами, а имя Ханде Эрчел не ассоциировалось бы с такими проектами, как «Постучись в мою дверь» или «Любовь не понимает слов». Особое место в этих обсуждениях занимает тема вмешательств во внешность. В индустрии, где изменения считаются нормой, Ханде Эрчел занимает жесткую позицию. Она открыто говорит о том, что не поддерживает подобное решение и предпочитает принимать себя такой, какая есть. Эта позиция вызывает неоднозначную реакцию. Кто-то видит в ней честность, кто-то – удобный образ. Но факт остается фактом. Ханде Эрчел не подстраивается под тренды, даже когда давление становится особенно сильным. Каждый новый выход, каждая фотосессия, каждый кадр из сериала становится поводом для новых обсуждений. Общество словно проверяет, изменилась ли она, соответствует ли ожиданиям, оправдывает ли вложенное внимание. И в этом постоянном фоне критики легко потерять внутреннюю опору. Но Ханде Эрчел выбирает другую стратегию – дистанцию. Она не вступает в публичные конфликты, не оправдывается и не объясняет каждый свой шаг. Именно здесь снова проявляется значение ее дома и образа жизни. Когда внешний мир пытается навязать оценку, важно иметь место, где этих оценок нет. Пространство, где ты не объект обсуждения, а просто человек. Дом Ханде Эрчел в Бейкозе становится таким убежищем не случайно. Он словно отделяет ее от шума, который усиливается по мере роста популярности. Это давление формирует еще один важный момент. Ханде Эрчел все четче разделяет публичное и личное. Она понимает, что не обязана соответствовать всем ожиданиям одновременно. Не обязана быть идеалом, символом или ответом на чьи-то проекции. И это понимание со временем отражается не только в ее внешнем спокойствии, но и в выборе окружения. Когда критика усиливается, особенно важно, кто находится рядом. И именно в этот период внимание публики все чаще начинает переключаться на личную жизнь Ханде Эрчел. Отношения, партнер, возможное влияние – все это становится новой темой для обсуждений. И снова возникает тот же вопрос, где заканчиваются домыслы и начинается реальность. Когда в публичном поле появляется информация о личной жизни Ханде Эрчел, она почти всегда превращается в повод для интерпретаций. Так произошло и с ее отношениями с Ануром Гувинатомом. Имя, возраст, статус, влияние – все это мгновенно стало частью обсуждения, в котором саму Ханде Эрчел нередко отодвигали на второй план. Разговоры смещались не в сторону чувств или выбора, а в сторону выгоды, расчета и скрытых мотивов. Анур Гувинатом – заметная фигура в медиасреде. Продюсер, предприниматель, основатель компании OGM Pictures – человек, который хорошо понимает, как работает индустрия сериалов и внимания. Именно поэтому их союз начали рассматривать не как личные отношения, а как стратегический ход. Для публики это привычный сценарий. Если рядом сильный мужчина, значит, он обязательно влияет, направляет или определяет. Но в этой логике есть серьезный изъян. К моменту, когда их отношения стали предметом обсуждения, Ханде Эрчел уже была сформировавшейся фигурой. Сериалы «Постучись в мою дверь» и «Любовь не понимает слов» сделали ее международно узнаваемой задолго до этих разговоров. У нее уже был свой вес, своя аудитория и своя финансовая независимость. В этой точке трудно говорить о зависимости или необходимости опоры. Тем не менее, общество упорно ищет простые объяснения. Им сложно принять, что женщина может одновременно быть успешной, самостоятельной и делать личный выбор без скрытых расчетов. В случае Ханде Эрчел этот выбор снова интерпретируют через призму власти и ресурсов.
как будто ее путь обязательно должен кем-то корректироваться. Сама Ханде Эрчил предпочитает не комментировать эти обсуждения. Она не выносит отношения на первый план и не превращает личную жизнь в инструмент для поддержания интереса. Это молчание многие воспринимают как подтверждение слухов, хотя на самом деле оно скорее говорит о другом. О желании сохранить хотя бы одну часть жизни вне постоянного анализа и давления. Здесь снова становится важным контекст. Ханде Эрчил уже проходила этап, когда каждый шаг обсуждали, каждый успех обесценивали, а каждую паузу трактовали как провал. Она научилась жить с этим шумом, но не впускать его слишком глубоко. Отношения в таком случае становятся не способом усилить позиции, а пространством, где можно не играть роль. Важно и то, что Ханде Эрчил никогда не пыталась использовать личную жизнь как карьерный рычаг. Нет совместных публичных стратегий, нет демонстративных выходов, нет попыток встроить отношения в профессиональный образ. Это снова идет вразрез с ожиданиями, но полностью соответствует ее линии поведения последних лет разделять работу и жизнь. Именно поэтому разговоры о «удобном союзе» так часто не выдерживают проверки временем. В них слишком много проекций и слишком мало реальных фактов. Ханде Эрчил не нуждается в чьей-то тени, чтобы оставаться заметной. Она уже давно выстроила свою траекторию и четко понимает, где проходит граница между тем, что принадлежит публике, и тем, что остается личным. Все эти обсуждения, споры и домыслы в итоге снова возвращают к одному и тому же вопросу. Что на самом деле символизирует жизнь Ханде Эрчил сегодня? Дом, район, образ жизни, окружение – все это складывается в единую картину. И чтобы понять ее до конца, нужно посмотреть не на отдельные фрагменты, а на итог пути. Именно к этому пониманию и подводит финальная часть истории. История Ханде Эрчил удивительным образом замыкается там же, где начиналась, в тишине. Только теперь это уже не тишина провинциального города и не неопределенность начала пути, а осознанное пространство, созданное ею самой. Дом Ханде Эрчил в Бейкози перестает быть просто точкой на карте Стамбула. Он превращается в итог. В результат всех решений, компромиссов, отказов и выборов, которые она делала годами. Если посмотреть на путь Ханде Эрчил целиком, становится понятно, этот дом не про уединение из-за усталости и не про бегство от профессии. Это про контроль. Контроль над временем, над ритмом жизни, над тем, что остается за кадром. В мире, где имя Ханде Эрчил связано с сериалами, «Постучись в мою дверь», «Любовь не понимает слов», с контрактами, рейтингами и постоянным вниманием, возможность закрыть дверь и не быть никем, кроме себя, приобретает особую ценность. Многие видят в ее вилле символ роскоши, пересчитывают цифры, переводят лиры в доллары и спорят о стоимости. Но настоящая цена этого дома измеряется не миллионами. Она измеряется тем, сколько лет Ханде Эрчил шла к моменту, когда смогла позволить себе выбирать не самое громкое, а самое подходящее. Не самое заметное, а самое честное по отношению к себе. Ханде Эрчил не строила образ девушки из сказки, которая внезапно оказалась на вершине. Ее путь – это последовательное движение, где каждый следующий шаг опирался на предыдущий. Учеба, первые роли, сериалы, международный успех, давление, критика, обсуждение внешности, разговоры о личной жизни. Все это не сломало, а скорее отточило ее понимание границ. Где заканчивается профессия и начинается жизнь. Где допустим компромисс, а где нет. Дом в Бейкози идеально вписывается в эту логику. Он не кричит о статусе, но ясно говорит о внутренней устойчивости. В нем много света, но нет демонстративной открытости. В нем простота сочетается с качеством, а эстетика – с удобством. Это дом человека, который не нуждается в подтверждении своего успеха каждый день. И, пожалуй, именно в этом заключается главный парадокс Ханде Эрчил. Чем более заметной она становится на экране, тем более спокойной и сдержанной становится ее личная жизнь. Чем больше миллионов зрителей следят за ее сериалами, тем меньше она готова делиться тем, что действительно важно.
Это не закрытость и не холодность. Это зрелость. Ханде Эрчел часто воспринимают через образы, героини романтических историй, идеализированные персонажи, визуальную эстетику. Но за этими образами стоит человек, который научился ценить простые вещи: тишину, дом, привычный ритм, возможность не быть на виду. И именно это делает ее историю близкой миллионам людей, которые видят в ней не только актрису, но и отражение собственных стремлений. В итоге дом Ханде Эрчел – это не точка назначения, а подтверждение пути. Пути, на котором успех не стал самоцелью, а превратился в инструмент. Инструмент для того, чтобы жить так, как считаешь нужным. Без лишнего шума. Без постоянного объяснения. И, возможно, именно поэтому история Ханде Эрчел продолжает удерживать внимание, потому что в ней нет фальши, а есть редкое сегодня ощущение целостности. Спасибо, что были с нами и досмотрели это видео до конца. На канале «Любовь и мечты» мы рассказываем истории о людях, их жизни, выборе и пути без лишнего шума и громких слов. Если вам близок такой формат, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Поддержите видео лайком и обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Нам важно знать, какие темы вам интересны и о ком вы хотели бы увидеть следующие истории. Спасибо за ваше внимание и время. До скорых встреч, дорогие!